Представители знака зодиака Овен, Овны мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз «Как поступить?» или «Как быть в той или иной ситуации». Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И, наверное, всем не подойдет, потому что не у каждого развилка судьбы какая-то есть, но определенно есть эти люди, которые, условно, на пороге каких-то перемен, и нужно принять, сделать какое-то важное решение или решиться на что-то, увидеть какую-то новую реальность. И, может быть, вы обдумываете, как лучше обустроить тот или иной вопрос. Мы воспользуемся колодой карт 78 дверей. Это метафорические карты. И посмотрим, какие двери перед нами будут открыты. Или как карты видят эту ситуацию. Вы, конечно, если подключите свою интуицию, глядя на эти образы, сможете прочувствовать, как может проиграться та или иная карта, о чем она вам хочет сказать. Итак, как поступить в ситуации какой-то. И мы достанем первую карту «Оценка. Общая ситуация». И первый вариант, если, допустим, вы скажете «да», или вы примете что-то, или, загадайте что-то свое. С чем-то вы, может быть, согласитесь. И второй вариант, когда просто или альтернативный вариант, или это может быть нет, или вы как-то сделаете что-либо по-другому. Варианты развития событий. Первый и второй. И давайте мы с вами достанем карту «Совет», как карты видят. И откроем это в конце. Оценка ситуации, мне интересно, называется, посмотрите, нам нарисован слепой, как будто слепой. То есть создается внешняя картинка того, что бредет себе человек куда-то, есть какое-то у него задание, задумка, что-то он решил осуществить, но как будто до него никому нет дела, он сам по себе, потому что он отгородился или отгорожен от мира. Мы в большинстве своем все-таки не имеем таких недугов, и поэтому вот в каком-то своем мире может жить человек. И для кого-то это правда, как картинка та, которая есть. Я бреду, не знаю куда, на ощупь. И все двери передо мной закрыты, если мы говорим двери, да, это как возможности какие-то. Я не вижу возможностей не потому, что плох я или хорош, а я правда на данный момент я не вижу, как мне разрулить какую-то ситуацию. Хотя ведь карта нам сразу дает совет. Даже если нет буквально как чего-то глобального, может быть, период такой, или ваш вопрос касается, когда вот такая картинка, которую вы должны демонстрировать, или мы не включаемся быстро, не реагируем на какие-то новости или информацию, мы немножко в стороне, мы немножко сами по себе, мы демонстрируем, что мы не понимаем или мы не решили. То есть вот какой-то абстрактный образ этого человека, который изображен на карте. И нам ведь до конца неизвестно, может быть и правда, это хороший актер, который может так сыграть. И, наверное, для чего-то ему это нужно. Поэтому где-то хитрость, ловкость, изворотливость, несмотря на то, что в этой колоде это четверка мечей, карта апатии, в принципе. У кого-то может быть буквально апатия, что-то пошло не так, и нет настроения, я просто не вижу, правда, какого-то последующего своего правильного действия, или я не вижу каких-то возможностей. Но больше мне думается, эта карта как раз, когда мы должны себя сохранить таким образом, и что-то изображая, или кого-то изображая, условно говоря. И это для нас откроет как и новые перспективы, так и пройдет время, мы с чем-то определимся. Или большой плюс, или приоритет будет составлять или заключаться в том, что, когда мы... Есть такая фраза, не очень красивая, включаем дурака. Вот правда. То это круто на самом-то деле. Мы многих проблем для себя можем избежать. И вполне вероятно, когда мы не включились в какой-то вопрос, мы правильно оценим обстановку или дождемся того часа, когда события словно для нас разовьются. Тут ведь может быть какая-то ситуация, когда человек проходит мимо дверей, посмотрите, он ведь не повернут, даже трость его, она не направлена в сторону дверей, он как будто целенаправленно идет мимо. И, кстати, нам достаточно
Посмотрите, такой человек показан, который, я бы сказала, физически подготовленный. То есть грудная клетка, плечевой пояс, он достаточно развит, руки мускулистые, ноги тоже нет, живота не обрюзгший. Он изображает больше что-то и проходит мимо какой-то двери. Может быть, он хочет это продемонстрировать тем, кто может подглядывать из-за двери каким-то образом. Или, может быть, есть рядом окно, мимо которого он тоже проходит, демонстрируя себя. И так тоже может быть. Поэтому как будто и не нужно куда-то входить. И вот для вас может быть такая ситуация, что, может быть, и не стоит прямо сейчас каким-то делом заниматься, или согласиться на что-то, или, ну, как-то участвовать в чем-либо, а нужно увильнуть, буквально сыграть или, извините за грубость, включить дурака. И это будет круто, и это будет правильная позиция. Ну, вот у каждого ведь своя сфера жизни по этой карте может проиграться, правда? Давайте мы раскроем две карты. И первое, вот задумайте, кому мало времени, поставьте, пожалуйста, на паузу. Первый, значит, у нас вариант, если я сделаю или выполню что-либо. И второй вариант, если или как-то по-другому, или нет. А я открываю первую карту. То есть, если будем говорить первым вариантом, то, что вы задумали, по семерке жезлов, и есть все равно элемент скрытности. Человек у нас как будто задвигает камнем входу в грот. И, скорее всего, там может быть как или его убежище, или его сокровище, или то, что ему дорого. Он не хочет, чтобы кто-то посторонний ворвался в его жизнь. Там где-то его личная жизнь, там его мысли, там его место комфорта. Иносказательно, там то, что для него очень ценно. И здесь мы должны где-то продолжать. Вот то, что сказала нам первая карта. Вполне вероятно, по семерке жезлов вокруг вас сложится такая обстановка, когда вам будут что-то доказывать. Или чаще всего, когда окружает много людей, или пусть даже один-два. Но они настаивают на том, чтобы вы с чем-то согласились, чтобы вы что-то сделали. А по семерке жезлов у нас тактика одна. Держись позиции стороннего наблюдателя. Нам по семерке, опять же, жезлов карта говорит о том, что у нас хватит сил. И обратите внимание, буквально физических нам человек изображен на карте, который тоже подготовлен. Наверное, вот, мои дорогие императоры и императрицы, как будто сил на все хватит. И парировать кому-то, защищать буквально свое убежище или свои интересы, свои взгляды, какую-то свою позицию сил хватит. Но и еще раз, вторая карта говорит о вопросе целесообразности. Ну вот как-то так. И каковы же перспективы, если мы вот такой политики придерживаемся, не включения в какой-то вопрос? Быстро какая-то ситуация не разрешится. И здесь нам придется принимать разные формы. Обратите внимание, карта Луна, 1000 неопределенностей. Это где-то мы идем как вслепую. Или исследуем новую землю без карты. Что-то будет меняться, мы на пороге перемены. Карта говорит, подожди, выглянет солнце, и что-то прояснится, будет абсолютно ясным. Но пока как будто нет. И, как ни странно, у нас изображены двери. И они как будто под наклоном. С одной стороны, под наклоном сложно открыть, правда? То есть какие-то усилия и хорошая физическая форма вам, мои дорогие овны, будет нужна. Важно, по крайней мере, этот элемент. Он так исподволь, но нам в третьей карте уже нам об этом говорят, как физическая форма, то есть здоровье, где-то быть наготове. Но кто у нас эту дверь охраняет, которой нет, по сути дела, ни ключа, ни замка, а у нас хамелеон, который умеет превращаться, да, каждый момент, в соответствии с ситуацией, обстановкой, или как он захочет. Или потому что, может быть, он так представляет вас, или если вы, допустим, подходите к двери, вот представьте себе, да, и он будет где-то демонстрировать вам то, что для вас будет неожиданно ведь. И ваша задача быть с ним точно в таких же энергиях. То есть нам подстраиваться под то, что мы видим, или под ту обстановку, которая вас окружает, или под какую-то ситуацию придется. И не потому, что мы плохие или хорошие, или у нас не хватает сообразительности. Нет, Луна, старший аркан, обстоятельства на нас влияют таким образом, что вынуждают нас подстраиваться под какие-то уже сложившиеся ориентиры. Но это временная ситуация, и мы говорим, если мы войдем в эту дверь, это олицетворение Пизанской башни, которая уже
сотни лет, столетия стоит, и она все падает, но тем не менее она очень крепка. Для кого-то из вас это своего рода как убежище, хотя оно может быть вот такое покосившееся, но от этого оно может быть еще более надежно для вас самих. Поэтому я бы сказала, если какая-то ситуация при правильных, вот ответ, если вы да, если вы что-то сделаете, и если вы готовы к такому развитию событий, то, по крайней мере, надежное какое-то убежище получить можно. Или какую-то ситуацию, когда, ну, спокойствие, безусловно, но вам придется все время где-то быть гибче, подстраиваться, может быть, под людей или под то, что придет на наш порог. Будут перемены, это тоже не продлится бесконечно. И вот та вот девушка, которая прогуливается по берегу, она у нас изображена беременная, она как будто ожидает рождения, то есть она ожидает, что что-то прояснится. Но можно рассматривать этот вариант как в плане надежности, да, если мы учтем вот все эти составляющие. Давайте посмотрим, а если нет? Или второй какой-то вариант. Ну, безусловно, второй вариант, если вы продумываете, посмотрите, старший аркан «Мир», и это 21-й, последний, и мы получаем почести, заслуги, как будто есть как вариант рождения новой идеи, предположим, или улучшить свое качество жизни, или вообще куда-то отправиться все-таки мир, переехать, вариант перемещения или смены сферы деятельности. Кардинально, может быть, поменять работу, оставив работу в учреждении, и по этой карте мы можем решиться работать на себя. Для кого-то будет означать работа удаленная или связанная с командировками, но по 21-му аркану мы получаем какой-то итог, который нас, безусловно, радует. И это не просто завершение, а это ведь у нас карта не случайно рождение. Посмотрите, ребенок рождается, новая жизнь. Так это вот вас самих как будто новый поворот судьбы. Очень, ну, я бы сказала, многообещающий, где-то счастливый, когда определенно какой-то этап времени вы останетесь собой довольны. У кого-то буквально и деньги мы можем получить, но тут вообще благополучие. А что в последующем? Вы знаете, синхронное плавание нам показано. И обратите внимание, двое пловцов прыгают как будто в воду, и создается резонанс, круги по воде, которые ливнескату, восьмерку, бесконечность, символ. От вашей слаженности в работе или вашей согласованности где-то в мыслях и в действиях, от партнерских отношений, когда вам нужно будет как будто выстроить. Но будут такие люди, которым мы можем доверять, будут люди искренние и которые нас где-то понимают, ну, может быть, на уровне интуиции, чувств где-то, но карта сама по себе двойка пентаклей, она говорит тоже о какой-то ситуации, которая не будет постоянно. Ничто так не постоянно, как перемены, говорит эта карта. Потому что пловцы ведь они плывут. То есть они выбирают какой-то вроде бы свой фарватер, или у них есть какая-то своя программа, но это подразумевается взаимодействие. Поэтому я могу предположить, второй вариант для вас, мои дорогие овны, может оказаться как раз тем вариантом, когда найдутся нужные люди, или пусть это личная жизнь, это ваш какой-то человек, с которым будет абсолютный тандем. И даже если вот мы говорим переезд какой-то или далекое плавание, или это пусть касается бизнеса, работы, значит, будет взаимопонимание, взаимоподдержка, когда мы остаемся довольными. По этой карте мы будем учиться чему-то новому. И здесь все что угодно, начиная как от изучения новой специальности или в вашей уже профессии, но все равно элемент новизны мы что-то должны освоить. У кого-то выучить язык, научиться, иными словами, синхронно плавать с учетом той ситуации, которая есть. Но для нас мы не останемся как будто ни в первом, ни во втором варианте, в какой-то статике. Будут изменения. Но для нас по второму варианту определенно, я думаю, вы сами видите, ну, проанализируйте еще, и есть больше предпочтений, если мы примем именно какой-то второй позиции решения. Давайте совет от карт, как карты видят. У кого-то из вас, правда, я не могу сейчас уехать или я не могу изменить какую-то обстановку, потому что дверь маловато, вот мы говорим.
И с одной стороны, ведь девушка могла перемахнуть через этот забор, он для нее абсолютно не создает какого-то труда. Но значит, есть у вас какая-то сложность, что вам нужно решить именно какой-то конкретный вопрос, мои дорогие. Именно в эту дверь как будто нужно войти. И здесь из области иррационального. Мы должны быть, безусловно, гибче, нам как будто ничего не остается. Как быть, словно этому хамелеону, и как-то так подстроиться. Или второй вариант, использовать вот этого синхронного плавания, то есть с кем-то взаимодействовать. Или здесь мы хитрим где-то и принимаем, что да, условия игры такие. Козыри не в моих руках. А здесь мы ищем по второму варианту, или у нас находятся какие-то, ну, как группы поддержки, или как минимум один человек, который нам помогает осуществить, может быть, то, что для кого-то сделать сложно. Или это может быть как взаимодействие с человеком, и где-то вы словно новый путь найдете. Или как-то сама по себе, может быть, дверь, забор изменится, но вот будет от взаимодействия определенно какие-то перемены. И если мы говорим по четверке пентаклей, тут именно нам говорят, что мы должны сохранить сами себя. Но при этом нам неизбежно придется измениться. И вот в какую сторону произойдут ваши перемены, вот может быть такое пороговое значение. Давайте, чтобы в целом, мне вот так не совсем понятно, и для кого-то из вас, ну вот выпала карта, я хотела узнать, уточнить, но, видимо, давайте раскроем то, что у нас выпало. Королева Пентаклей, она сидит на троне, восседает точнее, и при открытую дверь заглядывают два человечка, причем те, которые, ну так как гномы, необычные, но именно им она доверяет, поэтому где-то это может быть для вас подсказка. Даже люди, которые, может быть, для вас прежде были, ну вы мимо них проходили, или это был человек для вас непознанный. Тут кто-то может открыться с лучшей стороны, и вы поймете, что до этого времени вы обращали внимание совсем не на тех людей, или были в каком-то обществе, где это было ненадежно. А здесь буквально один-два каких-то на своей волне, как будто человека с вами создадут единую компанию и абсолютное где-то взаимопонимание, в каком плане они будут готовы вам помогать. Тут буквально двое человечков входят в покои королевы, и они сейчас вместе начнут пересчитывать какую-то наличность. Они будут что-то сохранять и где-то уединяться. Поэтому, правда, вот все, что я сказала, может проиграться. И посмотрите, и шестерка жезлов – это карта победителя. То есть мы, так или иначе, мы что-то можем осуществить для себя глобально важное. И человек входит, он сам открывает эти двери. Значит, наступит период, когда будет определенная ясность. Это не продлится долго, что-то вот в вашей жизни, какое-то событие. Но мы сами откроем эти двери, и посмотрите, как будто нам овации рукоплещет вот та толпа, которая ждала как нас. Словно мы через какой-то лабиринт должны пройти и открыть сами вот эти самые двери. И у нас получится карта победителя. Но мы знаем цену победы, и нам придется сохранять все то, что мы уже достигли. И между вот этими прекрасными картами победителей и королева Пентаклей, это, по сути, та, которая из какого-то хаоса умеет создать порядок. У нас лежит пятерка кубков. Вот посмотрите. Человек, девушка у нас кричит в окне, как будто она ожидает о помощи, но на что-то надеется. Она кричит, правда? Привлекает к себе как будто внимание. А задача-то стоит совершенно в другом. Дверь уже горит, и огонь поднимается все выше. У нее осталось совсем мало времени, практически нет. Она надеется, что кто-то пройдет мимо, кто-то что-то придумает или каким-то образом ее прибежит спасать. Нет никого, и мрачный фон, который там небосклон, да, такой темноватый, нам не дает надежду на то, что кто-то нам придет и окажет помощь. Наша задача сделать квантовый скачок, выпрыгнуть в это окно. И девушка боится, она ни разу не прыгала, она ни разу так не осуществляла такое вот действие. И поэтому ей страшно вдвойне, что с каждой секундой время идет вперед, а для нее оно как будто безвозвратно уходит. И вот у вас какая-то очень важная может быть ситуация, когда нужно принять решение, может быть, правда, вот этот квантовый скачок сделать или на что-то решиться раз и навсегда. Может быть, это изменит в последующем кардинально вашу жизнь, но все решается в моменте, здесь и сейчас, и именно где-то элемент смелости.
Перекладывайте на себя, мои дорогие и любимые овны, то есть из любой ситуации всегда есть выход. Будьте счастливы и любимы всегда.